Всем привет! Сегодня я покажу, как устанавливать крепление для кулера от Hotenda. Я сделал две версии. Первая для обычного гирбокса, а вторая для гирбокса от фирмы Biqu, так как она у меня стоит. Пока вы смотрите, как установить, я расскажу зачем. Я часто вижу, что люди покупают весь набор сопел, то есть сопло 0.2, 0.4, 0.6 и 0.8. И для каждого нужен кулер, так как постоянно снимать один и тот же занимает больше времени, да и винтики со временем портятся. Я посмотрел, сколько стоит кулер на официальном сайте, и посчитал, что один стоит $20. Если купить еще 3, это уже $60 на секундочку. С помощью моей модели можно менять Hotенды без снимания кулера. И у этого есть два плюса. 1. Экономит время при смене экструдера. Как я сказал ранее, не надо каждый раз снимать кулер с одного Hotenda и ставить на другой. И еще не надо отсоединять его провод, что уменьшает риск поломки платы. А это у меня недавно было. Случайно задел провод, и штекер вырвался из платы. Обидно? 2. Экономит деньги, так как не надо дополнительно покупать еще кулера. Покупать китайские кулера не советую, так как они очень шумные. Их слышно очень громко даже с закрытым корпусом. Короче, всем спасибо за просмотр. Вы можете скачать модель по ссылкам в описании. До следующего видео.